потому что я тот еще нос, конечно. Есть в нем бокаристость, нет в нем бокаристости. Несколько раз нас похвалили. Две французские женщины полоскали эту Сесиль. Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Наталья. Хочу сказать большое спасибо всем тем, кто недавно подписался. Все эти подписки, лайки, ваши комментарии, это все... В общем, это наше все, это все очень приятно и неожиданно. Большое вам спасибо. Я вообще не планировала делать свой канал парфюмерным, но я понимаю, что многие подписались, наверное, потому что интересуются этой темой, поэтому я буду ее включать в свои ролики. Конкретно в этом я бы хотела показать те свои парфюмы, которые вызывают наибольшее количество комплиментов, обращают на себя внимание и в целом поговорить на такую тему, как комплиментарность и псевдокомплиментарность. Также мне бы хотелось поговорить на тему всевозможных списков топ-5, топ-10, свести ее с ума или его с ума. В интернете очень много таких рекомендаций и роликов. Мне бы хотелось тоже по этому поводу поговорить. Ну и в дальнейшем я планирую показать вам ролик, посвященный тем ароматам, которые мне не понравились. Также я жду коллекцию от бренда Нишане. Обязательно ее вместе с вами распакуем, посмотрим и потестируем. Поэтому, если вам интересно, обязательно оставайтесь. Прежде чем показывать парфюмы, я бы хотела определиться с терминами. Очень много сейчас видео, статей, каких-то заметок на тему комплиментарных ароматов. То есть предполагается, что вы нанесли на себя некий аромат и собираете комплименты. Я бы хотела сказать, что я думаю по этому поводу. Для меня все-таки комплиментарность, она очень близка с псевдокомплиментарностью. Что я имею в виду? Например, вы работаете в женском коллективе, да, предположим, и вы туда приходите, и вы работаете там каждый день, и если у вас хорошие отношения в коллективе, да, то есть это не отношения, как там, отношения женщин в фильме «Малена» к Монике Белуччи, да, то есть все-таки хорошие какие-то отношения, женщины будут отмечать в вас какие-то красивые решения, возможно, ваши покупки, вашу прическу, макияж, тем более парфюмы. То есть женщины будут делать вам комплименты. Вы пришли с новым парфюмом, и вам скажут: ой, какой приятный парфюм. И, в принципе, это можно отнести к понятию комплиментарный парфюм. Но, на мой взгляд, это все-таки такая немножко псевдокомплиментарность, такой вымученный комплимент, который вам сделали, ну вот просто такая светская любезность. Для меня все-таки комплиментарный аромат – это тот, который вызывает очень много реакции у незнакомых людей. То есть, когда к вам очень часто подходят незнакомые люди, да, и спрашивают: а что это у вас такой парфюм так приятно пахнет? Вот для меня именно это является комплиментарным ароматом. Поэтому я буду показывать те парфюмы, которые вызывали наибольшее количество внимания и комплиментов со стороны незнакомых для меня людей. Именно их я для себя считаю комплиментарными. Итак, первый аромат в моей коллекции, который собирал комплименты и обращал на себя внимание, это, конечно же, Mancera Rose Ваниль. У меня уже не первый флакон, 60 мл, Eau de Parfum, стойкость примерно, я чувствую на себе его часа 2, а потом он идет шлейфом. Я замечала, что, как в фильме «Золушка», у меня вообще много сравнений с фильмами, но мне почему-то кажется, что это очень наглядно. Помните, в старом советском фильме «Золушка» мачеха говорит: так, значит, нам сказали на балу 2 раза: проходите, проходите. Принц взглянул на меня 3 раза, улыбнулся 1 раз, 3 раза, вздохнул 1 раз, 1 раз, вздохнул 1 раз. 1 раз. Итого 5. Вот так же я с этим парфюмом считала, сколько раз он на себя обратит внимание у незнакомых людей. Я насчитала 6. То есть 6 незнакомых мне людей, с кем я бывала где-то на мероприятиях, случайно знакомилась, или даже в общественном транспорте меня вот спрашивали: ой, вот какой у вас парфюм приятный. Да, очень приятный. Вот 6 раз. То есть это лидер в плане, так сказать, практически лидер мнений, парфюмерный лидер мнений. Он, кстати, этот парфюм, он много где в разных списках, все его хвалят. Но мне немножко не хватает здесь какой-то интриги. То есть он слишком прямой для меня. И здесь роза на первом месте. Но она здесь в начале и в названии. Мне бы хотелось, чтобы он был чуть более ванильный. Но, кстати, вот я не знаю, делают ли они гели для душа, мыло или там, возможно, какие-то спреи для волос, я бы приобрела. То есть вот этот же парфюм, но чуть понежнее. Он нравится и мужчинам, и женщинам. Он собирает на себя комплименты. Его, да, я могу вот в своей как-то такой картине мира назвать комплиментарным. Следующий парфюм в моей коллекции, который собирает комплименты, это парфюм от дома Guerlain.
у меня это Eau de Toilette Mon Guerlain, это Bloom of Rose. Вот он. Вот он такой вот красивый у меня. Ну, как видно, я не очень много им пользовалась. Этот парфюм обожают мои соседи. Да, это тоже незнакомые люди. И я заметила, что несколько раз он собирал комплименты, когда я заходила в лифт. И эти комплименты делали женщины. Говорили: ой, какой у вас приятный парфюм. Для меня он пахнет розой и ирисом. Аромат очень легкий, вот прям нежный такой французский такой вот ветерок, как будто вот с каких-то таких цветочных полей. Я им вообще могу побрызгать одежду, вот чтобы был такой нежный приятный аромат, но по поводу стойкости я конкретно с этим парфюмом никаких тестов не делала. Я примерно чувствую его на себе, ну, первый час. Потом я о нем забываю, он о себе не напоминает. Но когда я зашла потом в помещение на мероприятии, у меня одна женщина спросила: ой, какой у вас приятный парфюм, что это? А я уже думала, что все, в общем-то, он уже должен был уйти к этому времени с меня. Но нет, женщина почувствовала этот аромат. Но не могу сказать, что это прям мой личный фаворит. Скорее, он вот нравится окружающим, я для этого его и берегу. Следующий парфюм, который нравится окружающим, это аромат Габриэль от Шанель. Ох, Габриэль, ох, Шанель. Что я могу сказать про этот аромат? Я его наношу, когда иду, например, на концерт классической музыки, или когда иду на встречу с людьми, которые меня старше. Немного старше, да, плюс-минус, потому что я заметила, что именно у более старшего поколения именно этот парфюм вызывает такую самую позитивную реакцию. Почему так, я не знаю. На мой взгляд, этот парфюм, вообще парфюмы дома Шанель может носить как девушка и 20 лет, такая юная, тонкая, звонкая, так и взрослая женщина. На всех они будут играть и развиваться по-разному. И если говорить про сам парфюм и его стойкость, так, мне пахнет он медом. Мед, жасмин. Потому что тут еще нос, конечно. Возможно, здесь... Но мне вообще везде ваниль мерещится, но здесь ее, по-моему, нет. Я бы сказала, что здесь какая-то такая вот сандаловая история, но... Вообще, скажите, надо ли подписывать ноты, потому что я поняла, что многим людям все-таки без них трудно. Поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях, если вам интереснее смотреть именно по нотам, потому что я знаю, что есть люди, которые именно ориентируются по нотам, я буду их указывать. Я здесь хочу привести небольшую историю. Были те времена, когда-то давно, когда я была во Франции. Была я в Париже, сидела я утром в кафе, пила кофе, а рядом, недалеко от меня, сидели две женщины. Я не знаю, сколько им было лет, ну, может быть, там 55-60, но они потрясающе выглядели. То есть какие-то там какой-то темный свитер, бежевые брючки, длинные волосы, хорошо покрашенные, шарф. И они что-то обсуждали. Они обсуждали какую-то женщину, как я поняла, ее звали Сесиль. Ну, в общем, две французские женщины полоскали эту Сесиль, я плохо знаю французский, но им было так весело, они смеялись и хохотали на всю улицу, и периодически мимо них проходили какие-то люди, там в том числе мужчины, и мужчины с ними заигрывали, что-то им говорили, шутили, и это не было пошло. Эта сцена, она не была пошлой, она не выглядела как какая-то перепалка. Я тогда пожалела, что жалко, я не художница, я бы это нарисовала. Я думаю, что... И я тогда еще подумала о том, что жаль, что у нас есть столько стереотипов и в плане возраста, и да много в плане чего у нас есть стереотипы. Но эта картина, она очень живая, и мне кажется, что этот парфюм украсил бы и таких женщин, и девушек помладше. В общем, Шанель Габриэль живет в моей коллекции. Об этих женщинах я вспоминаю тогда, когда слышу какие-нибудь истории из серии: ох, ну вам уже столько лет, что вы себе позволяете. Следующий парфюм в моей коллекции — это парфюм от бренда Монталь Сантал-Вуд. Этот парфюм все-таки более мужской. Он пахнет как такой вот лесок, вернее, листья, которые разбросаны по лесу. Их собрали, листья с кустов, из деревьев. Их собрали и замочили в морской воде, подержали и добавили сандал туда. Вообще такие ноты, как сандал, амбра, мускус, для меня очень часто забивают всю основную композицию, и часто я ничего, кроме вот этого основного громкого компонента, я не слышу. А вот в этом парфюме я слышу и вот этот вот лесок, и сандал. Этот парфюм очень часто попадает во всевозможные списки из серии
топ-5 парфюмов, которые нравятся мужчинам или женщинам, или топ парфюмов, нанеся который вам не откажут, вы точно его заполучите. Но я думаю, вы все знаете, о каких списках идет речь. Их очень много и в Ютубе, и в пространстве интернета. Я очень так скептически отношусь к этим видео, потому что, с одной стороны, я понимаю, да, есть концепция какое-то позиционирование бренда, еще что-то. А с другой стороны, есть история про то, что вам на полном серьезе говорят: купи вот эту баночку, и после этого ты можешь заполучить сердце и душу другого человека. Нет, я, конечно, понимаю, что фильм «Парфюмер» когда-то произвел, и фильм, и книга произвели огромное впечатление. Действительно, идея о том, чтобы создать парфюм, которым вы будете управлять, повелевать буквально там душами других людей, она не оставляет умы парфюмеров, и это достаточно интересно. Но мне кажется, что подобные списки и обещания о том, что вот вы купите этот парфюм, и вы вот заполучите человека, для меня это вот чем-то похоже на покупку всевозможных марафонов. То есть, как вы знаете, у нас же есть сейчас в стране главная продавщица марафонов, женщина на букву «Б». Можно по-разному относиться к ее деятельности, но я думаю, что бизнес на отчаянии других людей – это очень тонкая грань, в которой можно свалиться в пропасть. И не сочтите за нравоучение, это исключительно мои мысли на этот счет. Я думаю, что желание помочь человеку, какие-то курсы, мастер-классы, обучение, в том числе и развитие и ментальное, и духовное, ничего плохого в этом нет. Но когда тебе предлагают купить что-то, после чего твоя мечта сбудется, а именно так очень часто позиционируют все эти парфюмы, что вот купи, и ты заполучишь другого человека. Ну, понятно, что большинство взрослых людей, скорее всего, не поведутся на это и не пойдут покупать парфюм, который стоит как 2 их зарплаты, да, и ждать, что ну вот сейчас я им обольюсь и получу там, да, человека, который мне недоступен. Мне кажется, очень коварным играть на желании человека, да, быть любимым, быть счастливым в личных отношениях, и что якобы вот именно парфюм, да, для этого пригодится. Следующий парфюм в моей коллекции – это парфюм Томас Космела Апрель Амур. У меня нет полноценного флакона, у меня вот такой небольшой такой вот флакончик совсем маленький. Этот парфюм у меня ассоциируется с бакарой, но без клубники. Что касаемо комплиментов и вообще внимания, я думаю, что он обращает на себя внимание исключительно по 2 причинам. Первое, тем, что он похож на бакару, а второе, тем, что он очень стойкий. То есть это тот парфюм, который остается в помещении после вас. Хорошо это или плохо, я не знаю. Наверное, так странненько немного, да? Вроде вы ушли, но и не ушли. Но могу сказать, что я рада, что я не купила полноразмерный флакон, потому что этого аромата слишком много. Его слишком много, он очень такой о себе заявляющий. Но здесь есть такая интересная история. На мой взгляд, здесь как раз вот как будто смешался женский и мужской аромат. То есть, в принципе, по идее этого, значит, парфюма, да, что это после любви такой некий аромат, действительно есть такое вот смешение женского и мужского. Очень такое оно своеобразное, но я думаю, что тот факт, что после бакары все ароматы теперь называют, есть в нем бакаристость, нет в нем бакаристости, то есть это такой какой-то такой тест получается, и очень многие ароматы из-за этого скорее проигрывают, чем выигрывают. Понятно, что они зарабатывают на этом деньги, но я имею в виду на тех, кто покупает их, потому что оригинальная бакара либо недоступна, либо очень дорого, либо еще какие-то есть причины, что просто ее не купить. Ну, я не хочу иметь в своей коллекции парфюм, который похож чем-то на бакару, не потому что я против бакары, а потому что для меня его слишком много. Даже меня один раз спросили, это у вас молекула? Я говорю, нет, это не молекула. Да, а что это? Вот почему-то была ассоциация именно с молекулой. Последний аромат в моей коллекции. Я не буду долго на нем заострять внимание, все его знают. Это императрица от Dolce Gabbana. У меня очень маленькая такая версия, я храню ее специально для 2 случаев. Это для лета. Такой арбузик для лета. Я здесь чувствую только арбуз. Хотя нет, вот сейчас я чувствую здесь только Апрель Амур от Томас Космела, потому что он чуть-чуть попал на пальцы, все, перебивает. Он мне, кстати, напоминает парфюмы
который делает бренд Victoria's Secret. Причем Victoria's Secret делает вот такие спреи, да, для тела, и именно парфюмы. Вот именно те, которые спреи для тела. У них всегда какой-то такой сладенький, фруктовый аромат, который нравится всем. Вот он такой нежненький, ненавязчивый. У них очень красивая всегда упаковка. Она выглядит как хороший подарок. Такой вот парфюм, который можно дарить годами. Если тому, кому вы дарите этот парфюм, у него нет или у нее нет каких-то особых требований, и в целом вы примерно представляете вкус, то это такой проверенный подарок на года. И я думаю, что он рабочий, он сейчас уже не стоит таких безумных денег, как он стоил на старте, когда только появился, и когда он был супер-мега популярен. Вот, так что для меня этот парфюм такой вот он есть, он у меня как такая душевная моя история для хорошего настроения, ну и чтобы других тоже порадовать, если они любят нюхать этот аромат. На этом у меня все. Большое спасибо за просмотр. Я вам обязательно подготовлю еще несколько новых роликов. Вот, до новых встреч!